Привет, мой друг, меня зовут Макс Куратов, и в сегодняшнем видео мы сверстаем с вами дизайн вот такого первого экрана в графическом редакторе Figma, после чего я покажу, как это все верстается в Webflow. Так что усаживайся поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, возможно, это видео будет затяжное, но как минимум мы прокачаемся и в Figma, и как минимум у нас будет первое касание с вами в Webflow. Так сказать, предновогодняя, хотя у меня контента заготовлено еще очень много. Любое действие Figma, где реализуется сайт, начинается с реализации фрейма. Если у тебя есть какие-то сложности в познании графического редактора Figma, вот там закреплю видеокурс, состоящий из 8 видео, пройди, найдешь для себя много ценного и полезного. Ну что ж, какая ширина должна быть макета? Самый часто задаваемый вопрос. Не столь важно. Пускай будет 1400-500. Ну окей, давайте уже сделаем какой. И в нашем макете 1625. Но это всегда делается на глаз. Не столь важно. Самое главное, что контент, который будет находиться внутри, он у меня будет не выходить за рамки 1280 пикселей. Ну и опять же, все зависит от типа верст. Об этом я подробно рассказывал в курсе. Ну а вообще все зависит от верстки. Как вы будете верстать? Будет ли это адаптивная верстка? Будет ли это резиновая верстка или нет? То есть будешь ли ты делать это в процентах, то бишь в VW, или ты это будешь верстать в пикселях? То есть отвечая первоначально на множество этих вопросов, только потом уже думай, какой макет тебе реализовать. Ctrl-G отвечает за видеть, не видеть эту сетку. Ну что ж, давайте нарисуем эту сеточку. Давайте сделаем 12 колонок, но растянем эти 12 колонок не по центру, да, растягиваем на всю ширину. Окей. Расстояние между ними у нас будет по 10. Все, супер. У нас есть 12-колоночная сетка нашего макета, с учетом, что я все буду верстать исключительно в процентном соотношении. То есть весь контент буду приклеивать относительно экрана, а не относительно своей модульной сетки. Окей. Второй шаг, что я должен сделать, найти image, зашел на свой любимый Unsplash. В этом видео ты можешь посмотреть, где черпать музу и искать сочные изображения. Все, что мне нужно сделать, выбрать мой фрейм, заливка картинкой, и выбираю свою картинку. И давайте увеличим на глаз высоту нашего экрана. Так, Ctrl-G я пока в направляющих не нуждаюсь. Ну смотрим, из чего он у нас состоит. У нас будет логотип, менюшка, контакты, социальные сети, снизу какие-то два дива, наполненные текстом, заголовок, дата мероприятия, давайте это назвать так, и зарегистрироваться. В принципе, все понятно и очевидно. Ну что ж, я предлагаю начать нашу работу с пункта в меню. Заходи в Google, подгружай себе этот шрифт и добавляй себе на комп, а автоматически этот шрифт появится у тебя в Figma. Что не скажешь про Webflow. Делаем его прозрачность 50%, высота 18, выравнивание по левому краю. С зажатым Option или Alt копирую его 3 раза. Наша миссия Ctrl-A, Ctrl-V и Event. С очень большой вероятностью у тебя будут вот такие усы. Давайте, чтобы от них избавиться, в настройках вашего текстового фрейма нажмите на авто. И ваш текстовый фрейм будет ровным счетом такой же ширины, как и ваш текст. Выбираю 3 элемента, выравниваю по горизонтали, и расстояние между ними я хочу выбрать, пока что на глаз. Теперь мне нужно выровнять эти 3 пункта относительно моего фрейма. Достаточно выбрать это все Command-G. И теперь очень удобно выровнять относительно центра моего экрана. Стрелочками помогаю, отправляя его в самый верх. Дальше. Логотип. Логотип я не сильно парился, написал обычным текстом. С вашего позволения я просто нажму Ctrl-C, нажму на фрейм Ctrl-V. В таком случае он станет ровным счетом в то же место, где он стоял в фрейме, с которого вы копируйте. Так, двойной щелчок на элемент, зажатым опшеном выдергиваю и высовываю его с группы обязательно и обзываю его контакты. При этом у нас фил будет 100%. Ну что ж, отправляем вправо. Лёп. И примерно пока что кидаю на глаз. Выбираю все свои 3 элемента и выравниваю по одной горизонтали. И нужно определиться, с каким расстоянием. 25 пикселей. Окей. Соответственно, здесь у меня тоже должно быть 25 пикселей. Двигаемся дальше. Давайте нарисуем заголовок. Выбираем обычный текст, ставим курсор, Ctrl-V.
Шрифт, да, 92, ну да, так и хотел. Ну и здесь давайте поставим 100%, а лучше 110. Ну что ж, уменьшу 110, это перебор. Давайте соточку. В принципе, по моей задумке, я хочу еще и меньше. Пускай будет 90%. Пока что я отправляю куда-то на глаз, но очень важно ввести уже до конца. Расстояние от левого края уже 25%. Ну, давайте вообще воспользуемся линейкой, поскольку нам еще пригодится эта направляющая. Окей. Что у нас тут есть? У нас есть какие-то мелкие штуки по типу Sync In. Возьмем, пожалуй, его с контактов. Ляп. Двойной щелчок Ctrl-V. И отправлю пока что сюда. Это добро давайте уменьшать. Где мы будем его размещать? Давайте по нижней части текста. Отправляем сюда и быстренько нарисуем с вами стрелочку. Все это делается с помощью стандартных инструментов Figma. Отпустили, залили белым, обводка, единица. Забыл Shift нажать. Еще раз стрелка и зажатым шифтом, поскольку если не нажмете Shift, у вас будет какой-то угол поворота. Сначала отпустил курсор, потом отпустил Shift. Меняем на белый цвет, меняем обводку на белый цвет, обводку на единицу. И при большом желании с зажатым шифтом уменьшаем этот хвост. Enter, закончить операцию, выбираю два инструмента, выравниваю по одной горизонтали. Окей. Все, выбрали все, ну пускай пока что будет у нас находиться здесь. Дальше, дата, Ctrl-C. Сделал это тоже с помощью копирования уже готового текста. Двойной щелчок, Ctrl-V, сюда отправили, приклеили к левой части. Все, супер. Ну что ж, давайте порисуем. Зажатым опшеном, вроде бы на Windows это на Alt, при клике на какой-то элемент и при наведении курсора куда-либо, вот 145. Я понимаю, что у меня на расстоянии 145 пикселей от низа будет линия. Пока что небрежно рисую линию, самое важное, чтобы зажатым шифтом она была и от края до края. Цвет я выбираю белый, единица, окей, выбираю, окей. Выбрали элемент, опшеном посмотрели, 94, а надо 145. Еще, так, что у нас с цветом, проблемка, окей, 145 пикселей. Ctrl-G. Наконец-то нам понадобилась наша сетка. Наша сетка будет исключительно для нарисования этих двух направляющих. Она рисуется таким же методом, только рисуйте ее не горизонтальную, а вертикальную. С помощью нашей направляющей давайте посмотрим, где она должна приклеиться. Здесь, окей. Расстояние от края у нас будет 398 пикселей. Ctrl-C, Ctrl-V. И отправляем ее сюда, на 398 пикселей от края. Ну, что, собственно, направляющая нам и подсказывает. Дальше. Есть у нас текст. Ctrl-C, который имеет у нас шрифт 13. Выбираю текст, отправляю сюда, двойной щелчок, Ctrl-V. И эту колбасу мы уменьшаем с точки зрения ширины. Меняем на 13, уже все готово. Приклеиваем к краю. Мы договорились, у нас тут всегда будет 25% от края. Дальше, с помощью направляющей нам нужно разделить эту линию пополам. Ну и, соответственно, выравниваем наш этот текст. Подбираем должную ширину, ну пускай будет такая. Окей. Выбираю текст Ctrl-C, Ctrl-V, отправляю в этот угол. Здесь напрашивается уменьшить, двойной щелчок Ctrl-C, двойной щелчок Ctrl-V. И единственное правило, которому мы должны следовать, это расстояние от края 25 пикселей. 25 и выровняем по... И последнее, дизайна ради, что я добавил, это взял вот такую веточку. Отправляем ее сюда. Окей, все. И последнее, что мне нужно сделать, я выберу все 5 элементов, 1, 2, 3, 4 элемента и отправлю на глаз вниз. Окей, вуаля, мой друг. Дизайн нашего первого экрана готов. Теперь, мой друг, давай посмотрим, как это все сверстать в конструкторе сайтов Webflow. Ну что ж, мой друг, почесавший гриву, я понял, что все-таки в этом видео я не буду показывать, как делать верстку в единицах измерениях VW. По одной простой причине.
В силу того, что это первое видео у меня на YouTube-канале на тематику Webflow, я не хочу сразу задавать вам вектор, довольно-таки непростой. Давайте начнем с легкого. Разберемся, как делается сначала в пикселях. Но в конце данного видеоурока я покажу сайт, который мы сделали в пикселях, а также сделаю сайт отдельно для VW. Как я делал сайт в процентном соотношении и в чем кардинальная разница, я уже покажу в базе знаний своего курса, который не так давно вышел. Ссылку, которую ты можешь найти в описании. Как и говорил, ты один раз платишь за курс и бесконечно обучаешься. Ну и, естественно, покажу, как делается адаптив данного сайта. Ну что ж, решили. Делаем мы все в пиксельном измерении. Ну, любое действие, естественно, начинается с создания секшена. Ctrl-E. К этому мы возвращаться больше никогда не будем. Или же вы добавляете плюсика, здесь все инструменты, или же они же, Ctrl-E, все находятся в поисковой строке. Section. Создаем section. Обязательно назначаем ему классы. Пускай будет у нас Hero Section. Внутри него мы создаем контейнер через div и называем его Hero Container. Зачем контейнер? Контейнер нужен нам исключительно для того, чтобы задать границы тому контенту, который будет находиться внутри нашего сайта. То бишь отступы по 25 пикселей слева и справа. Так и сделаем. За это отвечает спейсинг. Это у нас марджины и паддинги. Внутренние отступы и внешние отступы. Или же сразу задать ему просто максимальную ширину. Максимальная ширина у нас, сколько там мы договорились, 1280 пикселей минус 25 и 25 минус 50 пикселей. 1230 пикселей. И выравниваем мы это все по центру. Ну, на первый взгляд, здесь далеко не 25 пикселей. Но и здесь не 1280 пикселей, а 1475. Сколько вы здесь зададите, не столь важно. Но самое важное, что вы должны понимать, что минимум там 992 пикселя. То есть от 992 пикселей до бесконечности вы можете здесь выставлять. Давайте для своего же удобства поставим 1280 пикселей. Окей, и теперь мы четко знаем, что здесь по 25 пикселей. Дальше. Как мы это будем все верстать? Давайте подумаем. Я предлагаю менюшку сделать одним дивом, центр мы сделаем вторым дивом, и низ мы сделаем третьим дивом. То есть у нас будет 3 дива, в рамках которых будет какой-то контент. И все эти дивы мы сделаем по флексу. Раскидаем вверх-вниз и четко по центру. Договорились? Договорились. Ну что ж, внутри нашего секшена Ctrl-E создаем первый div. Этот div у нас будет hero. Давайте navbar назовем это. Nav. Внутри этого navbar у нас будет исключительно вот эти 3 элемента. Первый элемент это image, потом 3 текста и еще 1 текст. Единственное, что мы сделали, не подготовились и не экспортировали имейджи, которые мы будем использовать. В чем его SVG и картинка, которая у меня уже в принципе скачана на компе. Переходим в Assets и докидываем сюда 2 элемента. То есть мы разово туда закидываем весь наш контент и потом пользуемся уже внутри нашего Webflow. Этой картинкой мы должны залить наш Hero Section. Не Hero контент, потому что у нас здесь отступы будут, а сам Hero. Background добавить по центру, не размножайся, Cover и подгружаем наш image. Окей. И давайте нашему Hero Section зададим высоту 100 VH. 100 VH это 100% нашего экрана. В силу того, что у нас бывает разная высота экранов, 100 VH свидетельствует о том, что вне зависимости от высоты нашего монитора, фотка у нас всегда будет залита на первый экран, чего, собственно, мы и добились. Вот эту штуку мы сразу тоже смело, пока что, потом подумаем, если что не так, тоже ставим 100 VH, где нижний наш контент будет приклеен к нижней части нашего экрана. Разобрались. Ну что ж, где наш, не то мы сделали, Hero контейнеру надо 100 VH. А вот Hero navbar давайте сюда закидывать. Ну что, первое, image, подгрузить image, наш логотип. Окей. Дальше я выбираю Hero navbar. Это div, в котором у нас будет находиться все. Ctrl-E.
И будет первый у нас текст. Из-за того, что это у нас будут кликабельные штуки, соответственно, это будет у нас текст-линки. Почему? Потому что текст это текст, а ссылки это ссылки. Пункты меню это ссылки. Текст-линк. Добавить. Это у нас будет hero nav, 2 нижних подчеркивания, текст. Как только мы назначили ему класса, все, что мы здесь применим, оно будет применяться для этого класса. Нам достаточно будет создать второй элемент, которому мы назначим hero navbar text, и примениться все те свойства, которые мы настраиваем. Ну что нас интересует? Первое. Давайте посмотрим, откуда он наследуется. Олинка 16. Единицы измерения. Пиксели. Стиль. Никакой нам не нужен. Подчеркиваться он там нам не надо, чтобы нам ничего там подчеркивалось, да. И цвет. Разорвем какие-либо там с чем-то свойства. Привязки имеется в виду. Да, 16, да, normal, да. Окей, Ctrl-V. Все тексты, которые у нас находятся на сайте, капслок, везде капслок. Да, везде, где мы используем этот текст, он у нас капслок. Поэтому я смело это применяю для класса. Все это находится в дополнительных настройках типографии. Будь добр, все большие буквы. Окей. Единственное, что я хочу прибавить ему модификацию opacity 50%. Я не буду здесь это настраивать, потому что везде, где буду использовать этот класс, будет opacity 50%. Но здесь и здесь я этого не использую. Поэтому я сделаю исключительно модификацию. Всегда это делаю так. Модификация. Название это opacity. И что? 50%. Все. Теперь для вот этой модификации, ну, имеется в виду для совокупности, я сделаю opacity 50%. Opacity 50%. Но если я сейчас возьму эту модификацию, уберу, у меня все станет на круги своя. Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Давайте наполним. Окей. Ну что ж, мне нужно, чтобы раз, два, три моих пункта меню были четко по центру. Логотип приклеивался к левой части, контакт правой части. Для этого всему hero navbar, в котором состоит сейчас элементы, я должен применить display flex, растягивать все, пожалуйста, space between, то есть растяни мне, пожалуйста, все. Левую приклей к левой, правую приклей к правой. И здесь на одинаковое расстояние. Но мне это не устраивает. Я хочу, чтобы элемент номер 1, элемент номер 2, элемент номер 3 было четко по центру. Давайте просто окутаем это все дивом. Внутри hero navbar, Ctrl-E, создаю div. Это div я назову hero nav center. И я пойму, что это такое. Отправим его, ну, чисто для визуального удобства, вот сюда. Ну, не сюда, а после имейджа. И 3 ссылочки отправляем вот сюда. То есть 2 способа. Или я перекидываю в папку, или же я просто чуть-чуть правее оттягиваю. Окей. И все логично получается. Hero navbar имеет и 3 элемента, где первый элемент приклеивается к левой части, к правой части и четко будет по центру. Где наш about? About должен быть первым. Вот таким способом я меняю это все местами. Теперь я выбираю именно navbar центр, назначаю ему display тоже flex по горизонтали. И здесь gap есть у нас. Это штука, которая отвечает за отступы между элементами. И что у нас тоже? И будь добр, не к левой части приклеивайся, а также, как мы применили к всему hero navbar center. Супер. Ну, если прямо уже точно следовать, 49, да, по 49 пикселей. Выбрали hero navbar center. Давай по 49 пикселей. Окей. Контакт достаточно удалить модификацию, и у нас пропадет вот эта прозрачность. Так, здесь normal, да, с normal. Хреновенько, хотелось бы light. Ну ладно, не будем уже тратить время, не будем подгружать свои шрифты. Как есть, так есть. Давайте посмотрим, какой у нас отступ сверху. Отступ сверху 33 пикселя. Окей, мы выбираем весь наш hero navbar и сделаем внутренний отступ 33 пикселя. Давайте все скроем и напоминаю. Body, тело нашего сайта. Hero — это секция, ну в простонародье это блок нашего сайта, который имеет высоту 100 VH. Внутри него есть hero контейнер, который исключительно создан для того, чтобы создать отступы. Внутри у нас есть hero navbar, и таких мы еще должны создать 2 дива.
центральный и нижний. Контейнер, Ctrl-E, div. Это у меня будет называться Hero Heading. И я четко пойму, что это тот блок, который будет находиться у меня в центре. Дальше, что у меня там будет? У меня будет текст номер 1, текст номер 2. Такими же свойствами, да. И текст номер 2. Так, 92. Сразу скопирую. И погнали. Ctrl-E. Heading, H1. Двойной щелчок, Ctrl-A, Ctrl-V. И сразу поработаем с внешним видом. 91 пикселей. Высота. Сколько мы там говорили? 90%. И давайте зададим ему фиксированную ширину. Пока что я буду это делать на класс. 300 пикселей. Ставлю здесь курсор и увеличиваю. С зажатым шифтом шаг будет краток 10. О, то, что мне надо. Окей. Над этим заголовком Ctrl-E мне нужно создать текст-блок. Этот текст-блок, если я, мои друзья, я забыл указать класс. Ну, в принципе, он всегда, если вы что-то, хоть малейшие изменения будете делать, у вас автоматически назовется какой-то класс. Там div номер 7, 8, 9. Это грубейшая ошибка, так делать не надо. Это у нас не heading, это у нас hero, два нижних подчеркивания, heading. Окей, hero heading. Это у нас... Мы называли это Hero Navbar Text. Мы поступим немножко хитро. Hero Navbar Text, обзовем его. Ну, мы это сделали исключительно для того, чтобы вот здесь подгрузились все свойства, которые мы применяли для этих карточек, с учетом, что они у нас идентичны. Но мы обязательно сейчас просто возьмем, дублируем этот класс и заменим Hero Navbar на Hero, как мы писали, Hero Heading. Hero Heading Text. Двойной щелчок, Ctrl-A, Ctrl-V. И отправляем его обратно вверх. Супер. Ко всему этому у нас есть еще текст плюс image. Окей. Мы окутаем это дивом, и у нас будет div номер 1, div номер 2. И мы эти два дива выровняем по горизонтали. Hero Heading у нас есть два элемента. Но Ctrl-E div. Мы создадим еще один div. Этот div у нас будет называться Heading Item. Ctrl-C, Ctrl-V. У нас два дива. А верхнему, родительскому, который включает в себя два дива, нам нужно назначить позиционирование. Будьте добры, не один под другим, а останьте в одну строчку. Для этого Display я выбираю Flex по горизонтали. Выравнивай, пожалуйста, пока пускай будет по центру. И растяни. Ну да, и все, начиная от левого края. Окей. Переходим во второй heading item. Что нам не нужно? Ну, у нас заголовка здесь не будет. У нас будет только здесь текст. Sync in. И еще сюда, в этот heading item, мне нужно вставить image. Ctrl-E, image. Окей. Теперь этому heading item всему мы должны опять назначить display flex. Только потому, что нам нужно, чтобы не было один ниже второй, а они у нас были в один рядочек. Но если мы сейчас применим это для Hero Item, это же применится и для вот этого Hero Item, потому что одинаково имеем класс. Поэтому этот Hero Item мы переименуем, будет Hero Item 1, окей, а вот это 2. Супер. Ну, мы на самом деле это могли сделать и через комбо-классы. Ну что ж, Hero Item 2, Display Flex, будь добр, по одной горизонтали, и расстояние между вами, ну, давайте там чуть-чуть побольше. И эти два элемента, пожалуйста, выравниваю не по центру, а по низу. Класс? Класс. Ну что ж, в Hero Container создаем новый div Hero Footer. И по названию я буду точно знать, что внутри находится контент, отвечающий за низ моего сайта. Здесь, конечно, нужно подумать уже. Здесь у нас, я так понял, будет div 1, div 2, div 3. Дисплей у них будет flex, но как нам выкрутиться с вот этой полоской? Дело в том, что эту полоску мы можем сделать внутри контейнера. А нам нужно, чтобы она была внутри секшена. Ну ладно, мы потом додумаем. В Hero Footer, Ctrl-E div, создаем первый div. Hero Footer Item. И таких айтемов у нас будет 3. Этот Hero Footer Item
с очень большой вероятностью, что мы будем делать комбо-класс item one, поскольку для первого мы сделаем обводку сверху и справа, для этого у нас обводка только сверху для этого у нас обводка будет слева и сверху. Именно поэтому мы должны для каждого создать комбо-класс. Значит, у первого комбо-класса у нас будет обводка border сверху белая 1, и справа у нас тоже будет белая 1. Внутри Ctrl-E у нас будет текст Ctrl-V. И мы видим, у нас есть текст, верхняя обводка и правая обводка. Пока что мы справились со своей задачей. Теперь я этот Hero Footer Ctrl-C, Ctrl-V, а самому Hero Footer, как мы договорились, Display Flex выравниваю по центру и растянись нам. Отступ от края. У нас 25 пикселей, ну, в принципе, так имеется, потому что мы отступ сделали за счет Hero контента. Пока мы не нашли решение. Как только мы найдем решение вот этой линии, только потом этой штуки паддинг сделаем 25%. Окей, теперь давайте, чтобы визуально было это легко воспринималось, у нас есть Hero контейнер, который включает в себя, как мы помним, 3 дива, и нам надо их распихать наверх, центр, вниз. Поэтому всему Hero контенту мы сделаем div блока, мы сделаем его по вертикали, и мы раскидаем его. Значит, будь добр, шапка сверху, низ приклейся к низу, а центр оставайся по центру. Ну, если что, потом мы его можем подвинуть. Это у нас item 2, и это у нас item duplicate 3. Item 3 в правой обводке. Мы не нуждаемся. Достаточно нажать Option и класснуть по цвету. И будь добр, нарисуй нам именно левую обводку. 1, 1. Да. В среднем в этом мы, пожалуйста, не нуждаемся. Я с зажатым Option класснул. Правая обводка, пожалуйста, нам не рисуй ничего. Окей, все. У нас есть только справа и сверху. То, чего мы и добивались. И еще мы должны добавить image. Ctrl-A, Ctrl-V. И в этот Hero Footer Item 3 мы должны добавить Ctrl-E и Image. Image у нас уже есть, он подгруженный. Окей. Hero Footer Item 3 мы должны позиционировать, сделать по флексу. Выравнивая нам, пожалуйста, все по центру, начиная от правого края. Окей. Меняем местами. Отлично. И будь добр, сделай нам расстояние между нашей иконочкой и текстом 21 пиксель. Гэп, сколько там, я уже забыл, 21 пиксель вроде. Да. Работаем с высотой. Высота 145 пикселей. Мы должны всему нашему Hero Footer назначить минимальную высоту 145 пикселей. И все наши проделки выравниваются по верху. Каждому Hero Footer мы должны назначить высоту 100%. На 100% относительно 145 пикселей. Это достаточно. Не делать для каждого комбо-класса, а перейти в класс, откуда все наследуются, это Hero Footer Item, и именно ему назначить высоту 100%. Супер, супер. Ну, давайте сделаем предпросмотр и посмотрим. Как ты видишь, при увеличении, за счет того, что мы делали это все в пикселе, у нас всегда ширина будет ограничиваться 1280 пикселей. Как только он до него доходит, весь контент у меня будет сужаться. Возвращаясь перед просмотром, всегда советую ставить здесь именно ту ширину, в которой вы работали. Это исключительно для того, чтобы вы не запутались. Текст-блок. Это у нас что? Это у нас футер, 2 нижних подчеркивания, потому что там мы делаем все по BM. Это у нас будет, ну давайте так назовем текст. Других у нас и не будет. Размер нашего текста будет в пикселях 13. Окей. Ну и это у нас тоже футер текст. Здесь, пожалуйста, все, что находится внутри Hero Footer Item, будь добр выравнивать по центру. Будь добр выравнивать тоже по центру. Тоже, пожалуйста, выравнивай по центру. Хотя здесь текст нам не нужен. Если я сейчас удалю этот текст, то у меня не будет вот этого внутреннего пространства. Поэтому я его пока что оставляю, пока мы не придумаем решение нашей проблемы. Ну что ж, друзья, теперь давайте логически подумаем. Мы не можем нарисовать вот эту линию за исключением того, что нас ограничивает наш Hero контент.
Hero Content предназначен для того, чтобы у нас были с вами отступы. Поэтому мы должны взять этот Hero Footer и выкинуть с нашего Hero контента. Вылазим, отодвигаем просто влево. И должны убедиться, что они будут на одном уровне. Да. Теперь нашему Hero контенту мы не нуждаемся в 100% высоте. Да. Дальше. Нашему Hero Section, это блок, в котором находятся наши элементы, мы должны назначить Flex по вертикали и растяни, пожалуйста, первую и вторую часть вверх и вниз. Вверх и вниз. Теперь весь наш Hero Section, он имеет высоту 100 VH. Все, в принципе, так мы и задумали. Переходил в просмотр, и он мне намекает, что будь добр, поменяем на свой желанный. Так, 1280. Ну что ж, что мы должны сделать? Ну, во-первых, это все растянуть. Для этого мы должны убрать автоотступы. Зажатым опшеном, максимальная ширина мы тоже убираем. И немножко по-другому поступим. Мы паддинги назначим по 25 пикселей. 25. И справа мы тоже 25 сделаем. Теперь весь этот контент, Hero контента, мы должны растянуть, чтобы нижняя часть уперлась вот сюда, верхняя часть уперлась вверх. Как это сделать? Ну, просто нажать эту клавишу. И помимо левого и правого паддинга мы сделаем еще снизу отступ 25 и сверху 25. Визуально здесь далеко не 25, это по одной простой причине, что когда-то Hero Navbar мы создавали 30%. С зажатым опшеном я его просто убираю. Все, 25, 25, 25, 25. Отлично. И мало того, мы избавились от максимальной ширины, что нам позволило теперь при большом увеличении сделать сайт резиновый, и чтобы вот эти расстояния всегда были 25%, говорю, пикселей. Теперь пришло время поработать снизу. Наконец-то Hero Footer Item, именно ему, переходим именно Hero Footer Item, мы можем назначить тоже паддинги. Или вручную каждому написать, или с зажатым шрифтом. Нам важно, чтобы слева и справа было 25, ну и логично слева, сверху, снизу сделать тоже 25. Очень удобно. Я обратился к классу Hero Footer Item, а так как это все имеет Hero Footer Item, везде добавилось по 25 паддингов. И последнее, что нужно сделать, давайте сделаем модификация. Это какая у нас будет opacity? Какой opacity? 0. Я попросту возьму opacity, уничтожу в 0. Ну, могу себе позволить, хотя по хорошему счету все это нужно было делать по гридовской сетке, с которой я вас еще не знакомил. Поэтому мы воспользуемся вот таким маленьким лайфхаком. Ну что ж, друзья, проверяем. Давайте наконец-то сделаем предпросмотр. И посмотрим, что за счет того, что мы убрали ширину 1280 пикселей, смотрите, как у нас отлично ведет себя сайт. Как только он дотрагивается, обращаю сюда ваше внимание, до 992 пикселя, всего выступает другой брейкпоинт, который мы верстаем совершенно по-другому. Хотя мне уже нравится, как здесь все сверстано. Ну, вот здесь уже, вот эту штуку, естественно, я бы как-то по-другому делал. Ну, все брейкпоинты я обязательно разберу в базе знаний курса Кухня Webflow, и там же я покажу, как этот сайт делается в единицах, измерениях VW, где сайт дышит прямо. Если здесь вот мы назначили 92 пикселя, оно и стоит 92 пикселя, это 16, это 13, а там в зависимости от ширины у вас дышит полностью сайт. Как и говорил, один раз платите, бесконечно обучайтесь. Ну а если это видео было для тебя полезным, поставь лайк, подпишись на канал, я буду тебе максимально признателен. Пока.